Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала, с вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где, как всегда, ответы на любые вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну а также практики, настрои, ритуалы, медитации для исполнения самых невероятных желаний и достижения любых целей. Как всегда, мои дорогие, помните, что все в ваших руках. Я только проводник. Я читаю карты и энергетику, а действовать, принимать и менять свою жизнь только в ваших руках. И все зависит только от вас. Я могу только помочь и направить. Это то, чем я и занимаюсь на личных консультациях. Просто разбираем ситуации, находим причину проблемы, корень проблемы, убираем его и движемся дальше в сторону счастливой жизни. По обратной связи от моих клиентов я знаю, что жизнь их меняется, жизнь их улучшается. И я очень счастлива, что я могу в этом помочь. Сегодня будем доверять себе. Доверьте это себе. Что же вы можете доверить себе и не спрашивать мнение других, не искать ответа у кого-то? Покажут нам сегодня карты. Я понимаю, я знаю, почему такие расклады я делаю, потому что я знаю, как тяжело иногда бывает рассчитывать на себя, доверять себе. Иногда кажется, что решение, которое ты принимаешь, не совсем похожее на правду, и тогда ты начинаешь искать совет у кого-то. Вот такой совет мы сегодня и рассмотрим от Таро. Ну что, мои дорогие, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и, конечно, обязательно улыбнитесь. Как всегда, помните, улыбка улучшает вашу жизнь. Ну что же доверить себе? И первое, что я могу сказать, доверьте себе вашу занятость, доверьте себе уровень загруженности. На сегодняшний день, насколько я понимаю, вы берете на себя слишком много. Вам кажется, что если вы не будете успевать все, что вы успеваете сегодня, что-то разрушится, какие-то будут, не очень приятные последствия, и тут вы ошибаетесь. Вы подсознательно чувствуете, что вы себя загоняете, но в то же время вы почему-то не хотите дать себе спуску, вы не хотите дать себе передохнуть, а это было бы здорово. Доверяйте своим ощущениям, чувствуете, что устали, дайте себе отдохнуть, иначе позже будет тяжелее. Что же еще можете вы доверить себе? Я уже сказала по предыдущей карте, это только подтверждение. Уделяйте больше времени именно себе любимым. Отдыхать, расслабляться, иногда побыть просто в своем пространстве, без никого. Я, например, знаю, что после дня консультаций, съемок, мне обязательно нужен хотя бы час-полтора молчания, чтобы не слышать никого и не видеть никого. Просто для того, чтобы собраться с мыслями и перенаправить свою энергию, можно даже так сказать. И по этой карте доверьте себе
именно свое благополучие, именно свое состояние. Вот всегда помните, что занятие собой, и я не говорю только о саморазвитии, хотя это тоже здорово, это дает очень хорошее расслабление, это дает очень хорошую остановку мыслей, соответственно, перезагрузку. А тут я вижу, что вам нужна перезагрузка. Но опять же, не обязательно это медитации, настрои, ритуалы, нет. Это именно время, которое вы посвятите себе любимому, себе любимой, для того, чтобы вы могли продолжать действовать, продолжать жить, продолжать что-то делать для улучшения вашей жизни. И именно занятие собой любимыми, собой любимым, собой любимой дадут вам намного больше энергии и силы для того, чтобы достигать. Себя надо любить в первую очередь. И еще не забывайте, если вы любите себя, значит, вы способны любить других. Только так, а не иначе. Что же еще доверить себе? Ну, опять я вижу то же самое. Я уже все как бы рассказала. Карты только подтверждают то, что я видела и без них. Доверьте себе ваш отпуск, доверьте себе ваш отдых. Ведь по этой карте получается, что вам нужна перезагрузка. Это подтверждение, я же говорю, это просто подтверждение того, что я уже рассказала. Перезагрузка вам нужна, вам нужен отдых, и вам нужно смотреть за собой и перезагрузиться. Потому что если вы этого не сделаете, вам будет тяжело. И стресс, постоянный стресс чреват еще и заболеваниями. Подумайте об этом. Поэтому доверьте себе, самого себя, образно говоря, и займитесь отдыхом. Давайте себе отдыхать обязательно. Иначе будет вам будет нелегко. И знаете, продуктивность ухудшается, концентрация ухудшается, когда мы уставшие. Поэтому подумайте об этом и доверьте себе себя любимую или любимого.